Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня я хотела бы поднять тему плохого обучения на базовом курсе. И очень часто мне приходят сообщения от учениц о том, что они недовольны базой, либо им чего-то недосказали, недорассказали, недоучили и так далее. На самом деле это очень распространенная проблема, и даже мастера с опытом 5 с плюсом лет элементарных вещей иногда и не знают, например, как правильно выбрать оборудование, вообще какие машинки существуют, что такое короткоходы либо длинноходы, как правильно колористически подобрать пигмент, не знают о том, что есть минеральные пигменты и органические, в чем их отличие, и, конечно же, санитарные нормы, это очень важно в нашей профессии. И вот сегодня я хочу разобраться, что же должно быть в базовом курсе и как выбрать школу либо тренера для базового обучения. Первое, на что стоит обратить внимание при выборе школы, это, конечно же, работы мастера-тренера. Они должны быть современные, в современных техниках, очень пушистые, очень натуральные, не должно быть никаких засаженных, там, темных бровей, маркерных, как вот раньше делали такой эффект татуировки. Сейчас в тренде натуральность и естественность, поэтому мастер обязательно должен соответствовать этим критериям. Также зажившие работы, а их должно быть достаточное количество, это, кстати, показатель огромной мастерства мастера и знания колористики, потому что колористику, как оказалось, на базовом курсе дают не все. Ставят вот так вот кучу пигментов и говорят: покупайте всю линейку, тогда вы будете классно все делать. На самом деле это не так, и, например, вот даже для бровей достаточно иногда всего лишь 3 цветов и просто знать, как их правильно использовать на том или ином типаже кожи. Также зажившие работы должны быть адекватных цветов, без всяких серых оттенков, заглубленных точек. Они должны быть очень легкие и натуральные, но как мы знаем и как мы любим. Второе, на что нужно обратить внимание, вы, конечно, должны посмотреть ленту, часто ли в этой академии или студии проходит обучение, какие группы собираются, ну и почитать отзывы. И, кстати, многие ошибочно думают, что опыт, например, 10 лет, многие пишут в шапке профиля мастера, что это показатель действительно экспертности. На самом деле это не так, и мастер может 10 лет делать не очень хорошие, качественные работы, совершенно не вникать и не развиваться. Мастер перманента даже после окончания базового курса всегда должен расти, потому что появляются какие-то новые техники, новые тренды в перманенте, как и, собственно, везде. Поэтому также нужно обратить внимание, повышается ли этот мастер, который вам будет в дальнейшем преподавать, посещает ли какие-то конференции, либо мастер-классы. Самое главное — совершенствоваться, как я уже сказала. Отсюда можно сделать вывод, что иногда, не говорю, что всегда, но частенько такое бывает, что мастер с 2-летним опытом может обучить и дать гораздо больше, чем мастер с 10-летним опытом. Поэтому, опять же, возвращаемся к первому пункту, обращаем внимание на работы, на качество их и на зажившие работы. Ученицы из Европы и Америки очень часто прилетают ко мне на базовое обучение, опять же, благодаря YouTube-каналу, и делятся тем, что очень мало курсов, действительно достойных курсов, которые можно пройти именно там. Уровень базового обучения, к сожалению, не такой, как у нас, и, наверное, это из-за того, что там очень важно получить корочку, чтобы получить разрешение на работу. Кстати, совсем скоро у нас выйдет интервью с моей ученицей из Нью-Йорка, которая как раз-таки прилетала ко мне на обучение волосковой технике, и мы там обсудим все нюансы по работе в Америке. Если вам будет интересно, напишите комментарий, поставьте плюсики. Но и не менее важный пункт, вам нужно ознакомиться с содержанием и планом базового обучения. И многие на самом деле ведутся на то, что базовый курс включает очень-очень много техник, там растушевка век, волосковая техника, и там много всего. На самом деле не нужно в это верить, это больше маркетинговый ход, и скорее всего на таком обучении вам просто поверхностно расскажут обо всем по чуть-чуть, ну и в общем-то вы выйдете ни с чем, потому что лучше осознанно и углубленно изучить базовые техники. Например, мы в Permanent Expert всегда делимся программой обучения, когда запрашивают. И сейчас я вам продемонстрирую нашу тетрадочку по базовому курсу. Кстати, она полностью отрисована лично мной ночами, правда. Все рисуночки и разборы детальные техник. В общем-то, все, включая перекрытие, колористику,
там знания по работе с кожей, в чем отличие татуировки, там перманентного макияжа, микроблейдинга, какое оборудование лучше выбрать для той или иной техники, как подобрать лучший картридж под типаж кожи, как беседовать с клиентом, что не менее важно, и у нас есть ролик, кстати, на эту тему, можете к нему вернуться и посмотреть. И разновидности штриха, как правильно наносить штрих в кожу, типажи клиентов, как правильно подбирать пигмент, потому что это не менее важное, чтобы ваши бровки заживали красивым цветом. Здесь также есть практические задания по отрисовке бровей, как правильно выстроить и распределить градиент по форме бровок. Ну и касательно губ мы проходим акварельную технику, помадную. И на глазах мы проходим базовые стрелочки. Это, кстати, кажется очень страшным для учеников, а как оказывается на выходе, все прекрасно с ними справляются, потому что очень важно правильно себя настраивать и не бояться, в чем мы очень сильно помогаем. Кстати, но это еще не все. Частенько мне задают вопрос, можно ли обучиться волосковой технике, прям вот не обладая никакими навыками в перманенте, без базы. И я отказываю, конечно же, в этом вопросе, потому что, как я сказала, важно не распыляться на начальном этапе и двигаться поэтапно. То есть сначала нужно изучить базовые схемы растушевки, как правильно работать с кожей, вы должны прочувствовать кожу и правильно научиться укладывать штрих. Только потом можно переходить к чему-то более сложному. Ну и на этом все. Пишите в комментариях, довольны ли вы своим базовым обучением. И, кстати, можете мне очень помочь написать темы, которые бы вам были интересны для моих следующих выпусков, потому что мы уже не знаем, что снимать. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока.